Our family is lost forever. I still grieve my wife and son. Do not expect me to forget. I would not choose to become my enemy. Get over here! Having is not the same as having lost. We choose death before dishonor. For the Shirai Ryu, you die. Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. После того, как я снял прохождение 200-й битвы Башни Земного Царства фатального уровня сложности, на мое прохождение снял реакцию англоязычный ютубер Star and Sky, в котором он рассказал своим подписчикам и поделился моей тактикой. Но также в конце ролика он упомянул, что моя тактика достаточно хороша. Но самое трудное, с чем может столкнуться любой игрок, это прохождение до 200-го боя с промежуточными боями. И он попросил меня, чтобы я снял свое прохождение со слабым отрядом на битву 165. Ну а я в свою очередь подумал, почему бы и нет. И приготовил для вас отличную команду и стратегию, с помощью которой может пройти большая часть игроков данную битву. Ну а перед тем, как начать это видео, я хотел бы поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты также захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Итак, перед началом битвы я вкратце расскажу вам о талантах, которые я прокачал. Важный талант в ветке атака – талант точность, который повышает шанс на завершающие комбо удары и дает нам дополнительный урон и накопление энергии. В ветке защита мы прокачаем стойку сокола для того, чтобы повысить сопротивление всем отрицательным эффектам и быть более эффективным. А также мы прокачиваем талант пугающее присутствие для того, чтобы снизить шанс на неблокируемые атаки для противников, у которых будет снаряжение с блокбрейкером. Следующий талант – защита Центуриона, который помогает нам отразить 100% урона от всех неблокируемых атак противника. Данный талант поможет нам дополнительно выживать в данной битве. А также для того, чтобы быть более эффективным, мы прокачиваем следующий талант – технология, который уменьшает количество энергии, которую будет истощать наши противники. В битве против команды Холодной войны у Сабзира Холодной войны есть пассивная способность, которая уменьшает накопление энергии ваших персонажей. Благодаря таланту технология вы сможете снизить количество энергии и штрафа, которое будет накладываться на ваших персонажах на набор энергии. Следующий талант – киберпрограмма Linkway, которая уменьшает время действия всех отрицательных эффектов, такие как кровотечение, яд и морозилка. Играя против команды Холодной войны, также у пассивной способности Сабзира Холодная война, каждый раз, когда персонаж Холодной войны использует спецприем номер 1, у него есть шанс накладывать на противника эффект морозилка, который будет истощать наших персонажей, а также очень сильно замедлять. С помощью этого таланта мы существенно сократим время действия морозилки и очень сильно поможет конкурировать против такой серьезной команды. Следующий талант, который мы прокачаем, талант Призрак, который даст нам дополнительный шанс на бессмертие после того, как у нашего персонажа останется 1% здоровья в тот момент, когда он должен быть побежден. Ну и дополнительную защиту даст нам талант Учения Шинока. Каждый раз, когда мы будем получать урон от спецприема, на нас будет накладываться щит на 5 секунд, который нам даст неуязвимость от всех основных атак и от спецприемов противника. В ветке поддержка мы прокачиваем стойку всадника для того, чтобы накапливать максимально быстро количество энергии. Также для того, чтобы компенсировать штраф по набору энергии,
который будет накладывать на нас команда Холодной войны, мы прокачиваем командную работу. Благодаря этому таланту, активно расходуя и применяя спецприемы, мы будем распределять часть израсходованной энергии нашим неактивным персонажам и таким образом сможем им помочь гораздо быстрее накапливать энергию, даже если они не будут участвовать в бою. Ну а теперь давайте перейдем к команде и к тактической части. Для сражения 165-й битвы, где противники постепенно исцеляются на протяжении всего боя, я выбрал следующую команду. Это классический Рептилия, классический Смоук и Кенши Серебряный. Давайте более подробно рассмотрим снаряжение, которое я использовал на наших персонажах. На классическом Рептилии я использовал веер с лезвиями, для того чтобы у меня был дополнительный шанс на блокбрейкер при основных атаках. Также я выбрал шляпу ветров, медальон душ и красную бандану. Все это снаряжение дополнительно помогает накапливать мне энергию на моем персонаже. А также медальон душ сокращает расход энергии на спецприем номер 2, который я буду очень активно использовать в данном бою. На классическом Смоуке я использовал два снаряжения с блокбрейкером, для того чтобы был как можно выше шанс на пробой блока, так как у противника будет снаряжение тела из стали, которое уменьшает шанс на пробивание блока для наших персонажей. А также на классическом Смоуке есть его родное снаряжение Герой Ниндзя, который дает нам сопротивление отрицательным эффектам, также повышает запас здоровья и увеличивает урон по ослепленному противнику. На серебряном Кенши я также использовал револьверы, которые дают нам шанс на пробитие блока, а также повышают шанс нанесения критического удара. И два снаряжения, которые также дополнительно увеличивают накопление энергии для персонажа. Маска Элементаля дает нам 30% шанс сопротивления отрицательным эффектам, а кукла Вуду снижает расход энергии на все спецприемы. В таком сочетании мы эффективно будем сопротивляться таким сильным противникам, как команда Холодной войны, которая считается очень сейвовой командой. Ну и конечно же пару слов я бы хотел сказать о снаряжении противника. У Sony Blade Холодная война я бы хотел обратить ваше внимание на два снаряжения. Это тело из стали 5-го слияния, которое будет давать сопротивление всем отрицательным эффектам на 25%, а также снижать неблокируемые атаки от наших персонажей. И генеральский пистолет отца, который повышает шанс на неблокируемую атаку на 50%, а также может накладывать эффект пробой щита и оглушения при основных атаках. У Сабзира Холодная война также есть снаряжение тело из стали 5-го слияния, которое будет снижать неблокируемые атаки и давать ему сопротивление от отрицательных эффектов. Также у него есть снаряжение Ледяной топор, который повышает шанс на неблокируемую атаку на 50% и повышает урон от основной атаки на 50% по противнику с негативным эффектом морозилка. На персонаже Скорпион Холодная война также есть снаряжение тело из стали 5-го слияния и ржавая бензопила, которая повышает шанс на неблокируемую атаку на 45%, а также снижает затраты на спецприем номер 2 на 50%. При использовании спецприема номер 2 Скорпион Холодная война накладывает на себя огненный щит, который уменьшает весь входящий урон на 90% на 9 секунд. Также благодаря пассивному командному бонусу от Sony Blade Холодная война все персонажи Холодной войны при использовании спецприем номер 2 накладывают на себя Морозный щит, который также поглощает 90% урона от любого спецприема, который будет использоваться против этого персонажа. Это все основные важные моменты по снаряжению противника, на которые вам необходимо обратить ваше внимание. Ну а теперь я предлагаю перейти к самой тактике. Концепция тактики
максимально проста. Вам необходимо как можно больше использовать спецприем 1 или спецприем 2 на классическом рептилии, который накладывает эффект яда, и по возможности держать 3 стака. Даже если противник убегает, в этом нет принципиальной разницы, так как если на противнике находится несколько стаков яда или хотя бы даже один эффект яда, количество урона, которое будет наносить данный эффект, будет намного выше, чем эффект исцеления, и в любом случае противник не сможет излечиться. Следующий важный момент, которому нужно будет придерживаться на протяжении всего боя, это обращать внимание на расстояние между вашим персонажем и персонажем противника. Если вы находитесь на достаточно большом расстоянии и ваши основные атаки пробивают блок противника, используйте спецприем номер 1. Если вы находитесь к противнику очень близко или зажали его в угол, если у вас есть энергия на использование спецприема номер 2, используйте спецприем номер 2, так как анимация и скорость применения спецприема номер 2 гораздо быстрее, чем у спецприема номер 1. И благодаря этому у вас будет меньше шанса, что противник вас перебьет. Ну а для того, чтобы контролировать смену персонажей противника, используйте классического смоука и эффект ловушка на втором спецприеме. Также используйте спецприем номер 1 классического смоука для того, чтобы накладывать на себя эффект ускорения. С данным эффектом персонажи холодной войны не смогут вас перебить, а соответственно вы сохраните атакующую инициативу. Также не забывайте использовать серебряного кенши. Если противник накопил большое количество энергии, а у ваших персонажей недостаточно энергии для того, чтобы использовать спецприем 1 или спецприем 2, тогда меняйтесь на серебряного кенши и используйте эффект истощения на первом спецприеме. Благодаря таланту «Командная работа» активное использование спецприемов очень быстро накапливает энергию у ваших неактивных персонажей, и данной проблемы у вас не должно быть. А на этом это все основные тактические моменты для прохождения 165-го боя слабым отрядом. Get over here! Friendship. Scorpion wins. Flawless victory. Ну что ж, друзья, все гениальное просто, а каждое поражение – это шаг к победе. И даже 1000 поражений стоит одной великой победы. Ну а я желаю всем удачи в прохождении Башни Земного Царства. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Но и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.